Героин – опиоидный наркотик, который ведет к одной из самых серьезных зависимостей. В 19 веке применялся как лекарство от кашля. Да, сейчас это звучит очень забавно, но тогда люди еще ничего не знали о плачевных последствиях сего вещества. О том, что хоть для физического здоровья само вещество опасно только в случае передозировки, но для морального здоровья и общественной жизни это вещество опаснее прочих других. Однако взгляд на героин как на лекарство от кашля имел свои основания в 19 веке. Ведь тогда им никто не кололся. Тогда его пили, растворяя капли в воде. А так зависимость почти нулевая, как, впрочем, и блаженный эффект. Это доказывает тот факт, что почти 20 лет никто не замечал негативных последствий, а лишь минимальные отклонения в поведении и интеллекте. Да и то, если с каплями переборщить. Именно по этой причине препарат со столь громким названием «героический», в переводе от слова «героик», выписывали без рецепта и взрослым, и детям. Кому-то от кашля, кому-то для сна. Считалось, что героин отлично снимает менструальные боли, лечит простуду, мигрень. А во время рекламной кампании людям вместе с брошюрой в почтовый ящик кидали пакетик с новым лекарством на пробу. Героин в мгновение ока обрел популярность. В основном в качестве средства от кашля. Ведь кашель в то время был настоящим проклятием. Во многих странах эпидемии туберкулеза были достаточно частым явлением, если не сказать постоянным. А поскольку антибиотиков еще не придумали, то лечили не саму болезнь, а только убирали симптомы. Так что всего через 10 лет новое средство от кашля продавали в 20 странах, а после передали лицензию на производство и другим государствам. Потому что потенциал героина раскрылся еще и в психиатрии. Он хорошо показал себя как средство от депрессивных расстройств, ведь при повышенных дозах вызывал чувство благополучия. И по утверждению врачей-психиатров, вредного влияния не отмечалось, одни только плюсы. Они были уверены, что героин не только не вредное, не безразличное средство в психиатрической практике, но положительное приобретение и хорошее средство при лечении больных с депрессивным состоянием. И так продолжалось примерно 20 лет, в разных странах по-разному. Финны, к примеру, даже в 30-х годах не хотели вводить запрет на это чудесное средство. Уж сильно оно им понравилось. Однако врачи постепенно заметили, что некоторые пациенты злоупотребляют лекарствами и как-то подозрительно к нему пристрастились. Особенно сильно к нему пристрастились сами врачи, у которых был нескончаемый запас героина. И, конечно же, знание, что его можно не только капать, что им можно еще и колоться. Но вслух не принято было ругать новомодное средство, ведь его создателем был никто иной, как творец аспирина. И наезжая на диаморфин, ты ставил под сомнение его репутацию и показывал себя как человека, отставшего от прогресса науки. Перепады настроения, отек легких, бред, ломка, сердечная недостаточность. Многие медики подозревали, что все это связано с употреблением героина, но в открытую критиковать опасались. Когда же весь мир спохватился, было уже поздно. Возникло новое явление – героиновая зависимость, которую затем лечили, конечно же, чем? Правильно, кокаином. Бесспорно, интересные были тогда времена. Свои вопросы оставляй в комментариях, я отвечаю на все. А если хочешь, чтобы я и твою мысль озвучил, тогда присылай свой текст на мою страницу ВКонтакте. Мои личные сообщения открыты для всех.